Всем привет, меня зовут Лиза и добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас не совсем обычное видео, так как я заболела, и именно по этой причине вчера я не смогла провести стрим, но без ролика я вас оставить не могу, поэтому сегодня, я думаю, я отвезу хотя бы небольшой груз. Девка за рулем, девка за рулем. Мы с вами повезем масло из Нюрнберга. Мы с вами повезем масло из Везем масло в Мюнхен. Мы с вами повезем масло 19 тонн из Нюрнберга в Мюнхен. И перед тем, как поехать за грузом, хочу сказать, что комментарии в этот ролик я вставлять не буду, но те комментарии, которые, по идее, должны были попасть в мое следующее видео, попадут в следующее видео. Ну, то есть не в этот ролик, но в следующий ролик ваши комментарии обязательно попадут, поэтому не переживайте. Теперь мы, наконец-то, можем поехать за грузом. Нам за ним ехать километр всего лишь, мы его заберем сейчас быстренько и повезем наше масло. Так. Заранее извиняюсь за свой больной голос, потому что у меня вообще дикий кашель, и из-за этого голос частично иногда пропадает. И вообще у меня сейчас температура, я, по идее, это должна лежать в кровати, как мне говорил мой врач. Кстати, о врачах, это тоже отдельная история, потому что я дожидалась врача сегодня где-то 7 часов примерно, или 6, я уже не помню, но во всяком случае я очень долго ждала сегодня врача, вчера я ждала врача. Так, зеленый. Вообще все началось с того, что я несколько дней назад... Я уже сбилась со счета. Несколько дней назад я проснулась, и была такая странная какая-то слабость, я не придала ей значения, но потом все-таки решила померить температуру и... Так, возьмем груз, пока я не забыла. Масло. И получилось так, что у меня была температура, и я какое-то время думала, что врача вызывать не буду, и один день я провела... просто сама как-то пытаясь себя лечить. Так. Я просто сосредоточена. Сложно одновременно рассказывать и забирать груз. Сейчас заберем, и я продолжу рассказывать вообще эту всю эпопею с нашими поликлиниками. Так. Все, мы забираем. В этот раз я не так долго забирала груз. И, в общем, но на следующий день я все-таки подумала, что врача, наверное, вызвать стоит, учитывая то, что сейчас... Так, я вижу, машин там нет. Учитывая то, что сейчас... заболеваемость растет, и очень много людей сейчас заболевают реально коронавирусом, это реально очень страшно, и я под общей вот этой вот паникой все-таки вызвала врача. Но как вызвала? Я сначала позвонила в свою поликлинику, и мне там сказали, что из-за того, что я живу далеко, ну то есть я отношусь к этой поликлинике, но живу сейчас не в том районе, к которому эта поликлиника относится. И они мне говорят такие: ну, вы так далеко живете, мы к вам точно не поедем, поэтому звоните в скорую, и в скорой вам скажут, что делать. Я такая: хорошо, ладно. Но мне это уже показалось странным. Позвонила в скорую. Я не знаю правил, как здесь нужно правильно ехать, поэтому просто проеду. Я позвонила в скорую мне сказали, что: девушка, мы такими вызовами вообще не занимаемся, из чего вы взяли, что мы сейчас должны вас вообще слушать, принимать у вас вызов. Я говорю: а как мне туда-сюда, что ли, теперь мотаться, если меня из поликлиники отправляют к вам, а из скорой отправляют снова в поликлинику. И, в общем, эта женщина по телефону говорит: ладно, хорошо, мы примем ваш вызов, и взяли у меня
Собрали небольшой анамнез, спросили мои симптомы. Я немножко приврала, что у меня нет обоняния, чтобы уж точно ко мне приехали, потому что вряд ли бы просто так бы ко мне кто-то приехал, если бы я назвала симптомы обычной простуды. Вот. И сказали, ожидайте. Ожидайте, вам позвонят, либо ожидайте, к вам приедут. Я такая, ну хорошо, ладно. Это было примерно в 5 часов вечера. Так, господи, я подумала, что зеленый загорелся. Они на красный проехали, что ли? Или я перепутала? Показалось, будто они приехали на красный. Так, мне здесь... Так, там кирпич я вижу. Значит, мне здесь налево. И, в общем, это было часов в 5 вечера, и я такая подумала, ну ладно. Подождем, может быть, часик-два, и мне хотя бы позвонят, скажут, ждать врача или нет, но врача нет 2 часа, врача нет 3 часа, нет его и 4 часа, и я уже лежу, засыпаю, потому что мне очень плохо, у меня под вечер температура поднимается вообще до 38, так, автобус не нужно мне, проблем с автобусами. И я такая подумала, ну, видимо, никто не приедет, но по итогу спустя 7 часов, где-то примерно в 12 ночи, раздается звонок в домофон, когда я уже вот так вот вся лежу, в состоянии анабиоза просто. Кстати, здесь очень милые дорожки, так уютно. Я в этом городе еще вроде бы не каталась, хотя, может быть, и каталась, но просто забыла. Но мне нравится, что здесь такая узкая дорога, такие дома стоят, деревья. Очень-очень симпатично. Больше нравится, чем обычная трасса. И, в общем, он приехал. Но так, тормоза. Чуть сдам назад, то просто зеленый-то не увижу. И забыла, о чем я рассказывала. Голова не варит. Вот. Ко мне пришел врач. И это был самый быстрый осмотр в моей жизни. Он просто приехал. Во-первых, один парень, понятное дело, вот в этом своем защитном костюме, в маске. И с момента, как он зашел и вышел из квартиры, прошло 3 минуты. То есть он зашел, я сказала, можно не разуваться. Он меня осмотрел, посмотрел, послушал дыхание, сказал, что хрипов нету, но дыхание тяжелое. Проверил сатурацию, вот, когда палец вставляется. Сатурация вроде нормальная, но только пульс очень высокий, но это как всегда. И сказал такой, ничего страшного, горло красное, но ничего опасного нету, но вам лучше бы сходить на флюорографию, поэтому я еще думаю, скоро пойду на флюорографию, я еще не выбрала день. Не хочу попасть в день, когда будет много человек, потому что мало ли я кого-то могу заразить. Но он мне сказал, что вряд ли это, конечно, ковид. И тест у меня он на коронавирус не взял. Хотя я подумала, что стоило бы, наверное, приврать и сказать, что нет обоняния, чтобы на всякий случай он взял у меня тест, потому что, ну, а вдруг все-таки, да, ковид, но в какой-то легкой форме, а у меня так, сюда, а у меня тест не взяли просто потому, что он посчитал мои симптомы слишком легкими. Вот, и я такая подумала, конечно, нужно было сказать, что нет обоняния, точнее, назвать прям такой яркий симптом коронавируса. Но я об этом забыла, голова у меня на тот момент плохо соображала, и все, и тест у меня никто не взял. Но я хотя бы рада, что вообще хоть кто-то ко мне приехал, потому что, честно, я думала, ко мне уже никто не приедет, и по итогу мне выписали противовирусные, типа орбидола, ингаверина, но я знаю, что от противовирусных препаратов от них толка особого нету, потому что наш организм хорошо справляется с болезнями тогда, когда у нас у самих хороший иммунитет, а вот эти все орбидолы, ингаверины, они хорошего иммунитета нам не сделают, и мне кажется, проще даже, не знаю, пить витамин С и принимать орбидолы, это будет вообще одно и то же. И, понятное дело, выписали там еще от кашля кучу всяких таблеток. Это парацетамол, если температура повышается. Я, к слову, без терафлю вообще заснуть сейчас не могу. И то сон такой очень беспокойный.
Но думаю, ладно, сегодня я проснулась, сегодня с утра проснулась опять же с температурой. Так, впереди какое-то происшествие. Надеюсь, не с вертолетом, и я смогу это объехать. Что здесь? Что тут случилось? А, я могу срезать через заправку, наверное. Да, наверное, я смогу срезать. А здесь можно проезжать? Думаю, можно. Вот, кстати, теперь у меня назрел насущный вопрос. Дальнобойщики, либо вот водители тягачей, которые вот на кого-то работают в компании, допустим, вам дали груз какой-то, который нужно там везти несколько дней, но случилось так, что у вас поднялась температура, и вы заболели, и вы не можете. Что делать вообще в таком случае? Вы звоните своему работодателю и говорите, что вот так и так, я там застрял на середине пути, и мне плохо, я не могу двигаться дальше, или вы там вопреки болезни закидываетесь таблетками и все равно едете. Я просто не знаю, правда, как это работает, потому что это же работа непростая, и тут не как в офисе, да? Позвонил с утра, сказал, что я болею, и все, и извините, на работу не выйду. Здесь все-таки работа такая, что далеко от дома, и домой не вернуться, не полечиться. Так, я хочу посмотреть, сколько нам осталось ехать. Нам осталось ехать еще 90 километров. Я уже приноровилась. Извиняюсь за свой голос, я вообще не знаю, как он будет звучать у меня на записи, но у меня сейчас чувство такое, будто я звучу как какая-то скрипучая дверь. Так, о чем я говорила? Опять забыла. Вот это вот последствия температуры, потому что я что-то говорю, и спустя просто секунду я забываю, о чем я говорила, что я хотела сказать. А, вот, я вспомнила. Я уже почти привыкла к этому навигатору, и мне уже практически даже не нужен вот этот вот, потому что он реально большой, он занимает столько места, а так даже погружение какое-то более реальное в симулятор. Поэтому я думаю, что я и в дальнейшем всегда буду пользоваться уже только этим навигатором. Плюс я знаю, в комментариях вы писали, что вы это заметили. Молодец. Наконец-то пользуюсь этим навигатором. Мне надо перестроиться. Давай. Проезжай быстрее. Ладно, пока перестраиваться не будем, я потому что боюсь зацепить машину. Ладно, сейчас попробуем. Так. Все, никого не зацепила. Надеюсь, я не знаю, это считается, будто я его там сзади подрезала или нет. Так, я уже вижу флажочек на навигаторе. Значит, нам осталось приехать еще немножко. И я только сейчас заметила, что я разогнала нашу Сканию до 125 километров. Причем скорость не особо ощущается. Ну, кстати, мне наша Скания прям вообще нравится. Я опять же читала ваши комментарии под постом, под видео, где я тюнинговала ее. Я вижу, что вам всем понравилось, и очень рада, что вы оценили мою черно-красную Сканию. Никто даже особо не писал, что все-таки лучше оставить желтый цвет. Там буквально пару комментариев было про желтый цвет, но я уж подумала, ладно, раз большинство за красный, пусть будет красный. Так, аккуратно. Надо перестроиться. Обнаружили офис кадрового агентства. Так, я только сейчас заметила, что я все это время ехала без фар. Это до сих пор моя такая проблема, о которой я забываю постоянно. Потому что на панели, вот здесь вот на приборной панели, так, нет. Ну вот, ладно, хорошо, сделаем круг по правилам. Просто на приборной панели не всегда хорошо заметно, включены ли фары.
И поэтому я просто туда забываю смотреть и не замечаю, включены они там или нет. Ну, еще можно сделать скидку на то, что я болею и могу забыть. Так. Покатаемся просто здесь кругами. Ну ладно, ничего страшного, я все равно взяла груз небольшой. Так, хоть увеличу время вместе с вами. Зеленый. Так. Не очень аккуратно это было, наверное, я взяла маленький радиус. Но, кстати, между прочим, посмотрим на наш ущерб. 2% ущерба я успела сделать, интересно. Когда я это сделала. Я думала, почему-то я вообще никакого ущерба не сделала. И такая хотела себя даже похвалить. Сказать, вот, молодец. Так, главное не пропустить наш поворот. Все, поворачиваем здесь налево. Как-то мы резко вошли. Все. Доставили наш груз. Может быть, попробуем его припарковать. В принципе, вроде бы не сложно. Готово. Так, все превосходно. Доставили груз масла из Нюрнберга. Из Нюрнберга. Доставили груз в Мюнхен. Все. Так, на этом наше видео подходит к концу. Большое спасибо за просмотр. Я вас всех очень люблю, целую, обнимаю. И на этом все. Всем пока. Девка за рулем, Девка за рулем,